Ветер, который сбивает с ног и отрывает от земли, двигает автобусы и даже самолеты. Вам кажется, что такое бывает только в голливудских фильмах? Тогда вы точно не были в Норильске. Здесь зима длится около 9 месяцев, и за это время несколько раз на город и его окрестности обрушиваются сильнейшие бураны. В самые сильные метели ветер со снегом дует со скоростью до 40 метров в секунду и не прекращается иногда в течение нескольких дней. Видимость падает настолько, что если вытянуть руку перед собой, то не видно собственных пальцев. Жизнь в городе останавливается до тех пор, пока погода не наладится. Такие бураны получили название «черная пурга». Это опасное явление можно сравнить с лавиной. Сугробы после такой пурги вырастают высотой до нескольких метров. Когда впервые люди столкнулись с этим явлением? Как выживают жители Норильска во время черной пурги? Почему опасно в эту погоду находиться на улице? Есть ли еще города в России, где дуют такие ветры? Подробнее о черной пурге вы узнаете из этого видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал Ямал-Медиа на платформе Яндекс.Дзен. Теперь здесь будут новые выпуски о жизни на Крайнем Севере, природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. Переходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь. А мы начинаем. Сохраняется штормовое предупреждение по ветру, наступило опасное метеорологическое явление «Сильный ветер». Управление ГУИЧС рекомендует ограничить выход людей на улицы города и выезд на личном автотранспорте. По решению ГИБДД автодорога Норильск-Каиркан-Алатырь закрыта для движения всех видов автотранспорта. Говорят, настоящую черную пургу ни с чем не перепутаешь. Это не просто сильный ветер со снегом. Это когда ветер поднимает весь снег, и вы будто оказываетесь посреди снежного торнадо. Видимость не превышает 1-3 метра, а сила ветра такая, что сложно устоять на ногах. Название «черная пурга» впервые использовали в 1957 году. Тогда в Норильске разразился ураган, с которым жители никогда не встречались прежде. Циклоны в течение нескольких дней сменяли друг друга, а самый яростный из них пришелся на 15-16 января. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Ветер дул попеременно в разные стороны. В этот год выпало много снега, и так как сильного мороза не было, снег оставался пухлым. Ураган без труда поднял его в воздух, и город заполнился снежной массой. Ветер обрывал высоковольтные провода, сносил столбы, срывал крыши и переворачивал автобусы. В городе остановилась работа школ, детских садов и транспорта. Прервалась телефонная связь, под угрозой оказалось даже функционирование местной тепловой электростанции. Тогда бытовые службы вынуждены были объявить режим актировки. Актировка – это особый режим, при котором отменяются уроки и работа на открытом воздухе из-за непогоды. В те дни в Норильске и ближайших к нему поселках жизнь замерла. Люди старались не выходить из дома. Промышленные предприятия вынужденно перешли на казарменный режим. Люди, которые были на смене во время начала непогоды, просто не могли уйти домой. Другим было невозможно добраться до работы. Рудники, шахты и почти все поселки вокруг Норильска остались без электричества. Чтобы хоть как-то передвигаться по улицам города, коммунальщики натянули автомобильные тросы. По радио призывали жителей не покидать домов. Ведь заблудиться в непроглядной снежной пурге можно было на расстоянии 2 метров от собственного подъезда. Тяжелее всех пришлось жителям Балков. Балок – это временное жилье, которое широко использовали в советские годы при освоении Севера. Балок представляет собой дом-бочку, в котором есть спальные места и все необходимое для жизни. Из таких балков состояли целые районы. Во время черной пурги пришлось создавать специальные бригады, которые откапывали занесенные снегом дома-бочки. За время бурана возле некоторых из жилищ намело сугробы высотой около 6 метров. За несколько дней не только пострадала городская инфраструктура, но и погибли люди. Некоторых из них находили уже весной. После того, как черная пурга закончилась, расчищать улицы пришлось всем жителям города. Работа предприятий возобновилась не сразу. Некоторые из них продолжили деятельность только через неделю. Позже, летом того же года, Совет министров СССР принял решение возместить потери от черной пурги Норильскому горно-металлургическому комбинату. Сумма компенсации составила почти 20 миллионов рублей. Для того времени это гораздо более значительная сумма, чем кажется в наши дни. Если правительству пришлось выплатить такую компенсацию, только представьте, каким огромным был ущерб от черной пурги. В наши дни настоящая черная пурга случается довольно редко. Однако сильные бураны регулярно обрушиваются на Норильск и соседние поселки. Как справляются с этим явлением местные жители? У них есть несколько правил.
Если прогноз погоды сообщает о приближении сильной пурги, то важно запастись едой на несколько дней. Никогда не знаешь, как быстро непогода уляжется. В период пурги местный аэропорт приостанавливает работу, а значит и поставка продуктов с большой земли прекращается. Кроме того, выходить на улицу в снежную метель не рекомендуют. Это может быть очень опасно для жизни. На случай, если ветер повредит электропровода, дома нужно иметь запас свечей или фонариков. Пурга часто наступает во время полярной ночи, а значит жителям точно могут понадобиться автономные источники света. Дороги в городе перекрывают для движения легкового транспорта. В этот период работает только спецтехника. Если буран застал людей на работе, скорее всего, они там и останутся до тех пор, пока ветер не утихомирится. В каждом доме обязательно есть лопата. После метели придется откапывать не только машину или гараж, но и вообще выход из подъезда. А еще на севере важна взаимовыручка. Если буран застал вас возле чужого дома, вы можете зайти в любой подъезд и попросить помощи. Скорее всего, хозяева накормят и даже оставят переночевать. Ведь идти куда-то в такую погоду невозможно. По пояс, Надюха! Вон он знак! Идем домой! Помимо Норильска в России есть и другие города с сильными ветрами. Так, в Воркуте в 1990 году произошла так называемая Рыжковская пурга. Она обрушилась на город в феврале. Тогда температура воздуха опустилась до минус 30 градусов Цельсия, а ветер достигал чуть ли не 50 метров в секунду. Непогода заблокировала автобусы с людьми, которые застряли на дороге между шахтами и поселками. Дома на сутки остались без тепла и света, много людей погибли. Свое название пурга получила по фамилии председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Пурга совпала с его приездом в Воркуту, и именно ему пришлось следить за проведением спасательных работ. Еще один ветреный российский город – Певек. Он находится на Чукотке. Здесь нет черной пурги, но есть так называемый южак. Это ветер, который дует с юга со скоростью от 40 до 80 метров в секунду. Не только северные города страдают от ветра. В Новороссийске зимой дует Бора. Это холодный горный ветер, скорость которого достигает до 70 метров в секунду. Его мощные порывы не раз вредили Черноморскому флоту. Так, в конце 19 века от ветра потери понесла русская военная эскадра адмирала Юрьева. А в 1993 году Бора разрушил линии городских электропередач, сорвал крыши домов и разбил несколько судов. Тогда погибли 5 человек. За многие годы люди научились прогнозировать погоду и справляться с разными последствиями стихии. Ведь предотвратить, замедлить или полностью остановить надвигающийся буран никому не под силу. Но это пока. Мы никогда не знаем, куда приведут нас технологии будущего. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал Ямал Медиа в Яндекс.Дзен, чтобы узнать больше полезного.